Рыбы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш прогноз, называется он Мабон, урожай года. Это именно мы будем подводить итоги периода временной промежуток у нас с февраля по сентябрь. Почему? Потому что мы смотрим период символка по Мабон. Итак, что такое Мабон? Мабон — это один из праздников колеса года, который у нас символизирует переход от лета к зиме, то есть подготовку, сбор урожая, подсчет ресурсов, то есть чем вы входите в зиму, с чем вы будете зимовать, что нужно еще до конца года успеть сделать и какой событийный ряд вас ожидает до февраля 2023 года. То есть что нужно будет сделать, что нужно будет подготовить и каким образом этот период прожить. Поэтому искренне верю в то, что вы здесь получите максимум информации. Начинаем. С чем вы жили весь этот период, да, откуда вы черпали жизненные силы на протяжении с февраля по сентябрь 2022 года. Могу сказать, что по аркану Отшельник вам силы и восстановление энергии давали вопросы уединения. Вот такие вот, говорю, осознанные интроверты. Почему? Потому что даже если вы в паре, это все равно желание уединиться, больше времени посвятить себе, тем занятиям, хобби, вещам, которые вас и радуют, воодушевляют, и эту энергетику поднимают. Это, безусловно, погружение в вопросы эзотерики, в духовный, в личностный рост, всевозможные практики, то, что вам дает понимание причинно-следственных связей, осознание своей кармы в этой жизни, ваших поступков, ваших действий и каким путем вам идти. Поэтому здесь знание — сила, и вот в этой силе вы черпали энергию и, знаете, как для себя новые возможности. В чем заключались ваши слабые стороны за прошедший период? По императрице, в чем была слабая сторона? Не для всех, но тем не менее, у кого-то могла быть зацикленность на вопросах статуса, то есть принципиально, не знаю, там, хочу выйти замуж или жениться, или вот хочу родить, потому что все уже там пилят меня, когда же ты родишь. Или если отношения не клеились, то вопреки всем и вся желание сохранить социальный статус, чтобы доказать что-то самой себе, социуму, по принципу, что там я хорошая жена или хороший муж, от меня нельзя уйти. Помимо всего, это еще зацикленность может быть на вопросах преображения, когда вы считаете, что в отношениях во главе угла стоит красота, внешность или особая зацикленность на этом, особенно если кто-то вам внушил вещи о каких-то ваших недостатках, то есть вы не видите ситуацию, да, не смотрите в корень. Еще по этому аркану это ваша гиперопека, гиперзабота о ком-то, где вы, знаете, полностью растворялись в другом человеке, создавали зону комфорта, но при этом забывали о себе. Вот это была ваша слабая сторона. Ваши сильные стороны за прошедший период. Сейчас посмотрим, что там. Любопытство, энергия, мотивация, желание познавать по максимуму все новое, не останавливаться на достигнутом, идти новым путем, не проторенной дорожкой, а в первую очередь вы не боитесь каких-то перемен, потому что ваша энергия, ваша мотивация говорят о том, что вам нужно развиваться и двигаться дальше. И это ваш очень большой и жирный плюс, что вы действительно не сидели на месте. За что вы должны быть благодарны прошедшему периоду? Ой, это 100%. Я могу сказать, это, наверное, для многих знаков зодиака характерная эта карта, потому что этот период с февраля по конец сентября заставил вас совершенно по-новому посмотреть на вещи в жизни. Переоценка системы ценностей, осознание, кто друг, кто враг, кто просто так, осознание, что для вас важно, что значимо, что является второстепенным. Вот колоссальный просто духовный рост. Вы настолько изменились и выросли, что вы даже этого не осознаете. Кто-то мог уйти в молитвы, в практики, в медитации, йога, пилатес, мантические системы, то есть углубление в иные сферы эзотерики. Но это помогло вам изменить себя внутренне, внешне, энергетически. То есть для вас это действительно потрясающий аркан. Вы не мыслите теперь
знаете, субъективно, вы мыслите объективно, у вас расширился кругозор. Поэтому вот здесь действительно нужно этому периоду быть благодарным за то, что вы выросли личностно. Над чем вам еще предстоит работать? Сейчас карта прям сама хотела открыться, но они по сути созвучны, потому что там была 9 чаш, а здесь солнце. Работайте больше над оптимизмом, над ситуацией, когда вы получаете радость и удовольствие от жизни. К сожалению, многие из нас в свете текущих событий, неважно в какой стране вы проживаете, но забыли, как получать радость от жизни, как жить здесь и сейчас и не откладывать жизнь на потом. Потому что у многих, я говорю, есть такой момент, называется синдром после войны. Когда вы там так, после войны все, подстригусь, покрашусь там, или похудею, или там, не знаю, запишусь в тренажерный, или буду учить языки, или буду строить отношения. Вот это неправильно. Солнце, это называется «живи здесь и сейчас», осознавать ценность своей жизни, получая радость, взращивая в себе оптимизм, будь открытым к другим людям, старайся согреть их своим словом, теплом, поддержкой, будь открытым. Расти личностно. Опять же, солнце — это внести ясность, внести свет, быть открытым, быть медийным, быть у всех на виду, на слуху. То есть, если для вас это значимо и актуально, то работать над этими вещами. Далее, это вопросы энергетики, то есть раскачать свою энергетику, особенно если вы практик. Это вопросы защиты энергетической, то есть установить защиту. Если это вопросы здоровья, это заняться вопросами профилактики и восстановления вашего состояния здоровья. То есть здесь работы предстоит много. Старший аркан. Хорошо. Каков был главный кармический урок прошедшего периода? Что вы должны были понять или осознать? По королю жезлов необходимо было осознать тот факт, что ваши амбиции должны соответствовать вашим возможностям. Да, амбиции должны быть, но тем не менее вы должны действительно меняться, расти и действовать согласно своему развитию. Не брать на себя больше, чем вы сможете взять, или знаете, с чем сможете укусить. Вот это очень важно, потому что король жезлов — это карта амбиций, карта гордыни, карта нарциссизма. Это те вещи, над которыми нужно было потрудиться, их проработать. Хорошо. Какой кармический урок вам еще предстоит пройти? Четверка пентаклей. Я бы могла сказать, с одной стороны, что не нужно ни за что хвататься, но это неправильно. Потому что здесь четверка пентаклей, она говорит о том, что сделайте ревизию в своей жизни, что вы имеете, чем вы владеете, и постарайтесь это не только сохранить, но и приумножить. И касается это всего. Вопросов взаимоотношений, партнерства, накоплений, имущества. Ну, конечно же, в первую очередь, знаете, сохраните себя сами, свою целостность, свое состояние здоровья, потому что это карта ресурсов. И аркан финансовых накоплений. То есть подумайте наперед, потому что вот период с сентября по февраль может быть тяжелым в финансовом плане, может быть кризисным. Поэтому самое время подумать о накоплениях, об увеличении дохода или о том, чтобы в чем-то себя поужать, экономить и откладывать, потому что эти ресурсы вам будут нужны как никогда. Дальше. Что вам в этом вопросе будет помогать? Что в этом вопросе вам будет помогать? По пятерке чаш осознание того факта, что ситуация критична, и если вы не соберетесь и не будете действовать, никто за вас эту ситуацию не поменяет. Это, знаете, когда катимся в бездну и нет пути назад, но пятерка чаш вам говорит, что если ты заблаговременно соберешься, об этом подумаешь и подготовишься, то из любой ситуации ты сможешь выйти с наименьшими потерями. Вот что вам поможет и поспособствует в этой ситуации. Что будет мешать? Ну, мешать будет, кстати, вот просто если вам интересно, можете посмотреть на знаки зодиака. На этот вопрос, наверное, у 4 знаков зодиака ложится данный аркан. Что будет мешать? По колесу фортуны это резкое изменение событий, это поворот в жизни на 180 градусов. Это перемены, за которыми вы просто не будете успевать. То есть меняется все. Работа, личная жизнь, место жительства, все. И вы, знаете, как одно за одним, и вы думаете, да блин, да когда же это прекратится? То есть это не успевать за чередой событий. Вопросы адаптации.
Далее, хорошо, от чего вам нужно будет избавиться? По аркану башня. Ну, башня в первую очередь это от негативного восприятия ситуации, от того, что вы циклитесь на деструктиве. Если есть деструктив, то от деструктива в целом. Плюс башня для кого избавиться? У кого-то в прямом смысле слова избавиться от жилья, то есть продать, чтобы сохранить ресурсы, да, где-то себе приобрести жилье. То есть успеть сохранить имущество. Еще от чего нужно избавиться? Ну, если был у вас дом в упадке, то тут варианта два. Либо менять место жительства, либо что-то преобразовывать в жилье. То есть вносить коррективы, ремонт, перепланировка, еще какие-то моменты. Либо вот как элементарно заменить проводку, чтобы не было возгорания и прочих нюансов. То есть акцент на этом. Плюс по башне разрушить все то, что вас не устраивало. Повторюсь, социальные взаимоотношения, личные, работа, увлечения, образ жизни. Все в ваших руках и зависит только от вас. Чего сможете достичь, если последуете совету карт? Ну, мне кажется, здесь даже объяснять не надо. Карты говорят более чем красноречиво. Получите силу, поддержку, возможность управлять этим хаосом, адаптироваться в этом хаосе, найти свое место под солнцем, укрепить свое положение, получить помощь, поддержку, чувствовать себя уверенно, комфортно, стать сильным более именно в энергетическом плане, усилить, улучшить свое состояние здоровья, качество жизни. То есть это все то, если вы грамотно пройдете этот путь. И совет вам по ситуации. Двойка чаш. Двойка чаш – это указание на кооперацию, на партнерство, на союзы, на открытость и на готовность взаимодействовать с другими. То есть это то, чему, возможно, вам нужно научиться. Я не говорю, что вы там бука, закрытый человек или не готовы взаимодействовать с другими, но в чем-то вы более ранимы, в чем-то более обидчивы, либо не готовы не идти на компромисс, на контакт или мириться. То здесь иногда нужно будет, как я говорю, прорабатывать свою гордыню, наступить себе на горло, первым идти на примирение, на контакт, на прояснение взаимоотношений, или первым предложить партнерские взаимоотношения, дружбу, кооперацию, содействие. Поверьте, от этого вы только выиграете в плюс, и ваша жизнь заиграет новыми красками. Вот таким для вас вышел расклад. Искренне верю в то, что этот урожай года для вас будет плодотворным, что эта информация будет вам во благо, и вы найдете здесь зерно истины, которое рационально используете. Я вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч.